Канал Валерия Табакова представляет заявление о переквалификации обвинения в деле об убийстве Фарион. Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики. Я юрист Валерий Табаков и уже долгое время работаю в сфере уголовного права, защищаю права человека, разбираюсь в конституционных гарантиях. Я не просто читаю законы, я применяю их на практике, в судах, в делах, где решается судьба людей. И сегодня, 2 ноября 2025 года, я сделаю важный шаг. Я выступаю в качестве третьего лица, то есть человека, который не защищает обвиняемого и не представляет его интересы, подает официальное заявление в Шевченковский районный суд города Львова. Эта подача происходит на стадии судебного следствия по уголовному производству по делу об убийстве Ирины Дмитриевны Фарион. Сразу расставим все точки над «и», чтобы не было никаких недоразумений. Я повторю это 3 раза, потому что это очень важно, и я хочу, чтобы каждый понял. Во-первых, я не являюсь адвокатом Вячеслава Зинченко. Это значит, что я не защищаю его в суде, не готовлю его защиту, не сижу с ним за одним столом в зале суда. Во-вторых, я не представляю его интересы, я не говорю от его имени и не согласовываю с ним свои действия. И в-третьих, я не признаю его виновным. Я не говорю Зинченко виноват или Зинченко невиновен. Я вообще не касаюсь вопроса его вины. Это работа суда, а не моя. Ну тогда зачем я вмешиваюсь? Я подаю заявление как юрист и как гражданин Украины. Почему? Потому что мои права и ваши права на справедливое правосудие и на публичный интерес напрямую затронуты. Это не просто дело об убийстве. Это дело, которое показывает, может ли государство подменять закон политикой. Может ли оно защищать ксенофобию, то есть ненависть к людям по языку, под видом патриотизма. И я не хочу, чтобы из нас делали с вами идиотов, делая вид, что совершается какое-то важное действие, которое называется правосудием. Я буду объяснять все по порядку, шаг за шагом, медленно, с примерами, с цитатами, с документами. Если что-то будет непонятно, перемотайте, послушайте еще раз. Я хочу, чтобы понял каждый, и юрист, и пенсионер, и студент, и человек, который вообще никогда не открывал Уголовный кодекс. Я буду повторять ключевые моменты, чтобы все стало на места. Давайте начнем с самого начала. Что вообще произошло с обвинением? Представьте, что вы обвиняетесь в краже яблока из сада. Сначала вас обвиняют в мелкой краже, наказание штраф. А потом говорят: нет, это не простая кража, это кража с отягчающими обстоятельствами. Ты украл яблоко из королевского сада. Наказание – тюрьма. Это и есть переквалификация, изменение статьи, чтобы сделать преступление тяжелее.
В деле об убийстве Ирины Фарион 26 декабря 2024 года следователь Главного управления национальной полиции во Львовской области вынес документ. Этот документ называется «Постановление о предъявлении обвинения» или обвинительный акт. В нем следствие говорит: мы обвиняем Зинченко в убийстве. Но не просто в убийстве, а в убийстве с отягчающими обстоятельствами. Раньше, до этого постановления, обвинение было по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Это обычное умышленное убийство. Представьте, человек взял нож, ударил другого из личной злобы. Это часть 1. Наказание от 7 до 15 лет тюрьмы. Это как простое убийство без особых причин. Но 26 декабря следствие решило: нет, это не простое убийство. Это убийство особо тяжкое. И они переквалифицировали на пункты 8 и 14 части 2 статьи 115. Что это значит на человеческом языке? Давайте разберем, как будто я рассказываю другу за чаем. Часть 1. Это как убийство без особых причин. Просто убил. Часть 2. Это убийство с отягчающими обстоятельствами. Это уже не просто убийство, а убийство по особому мотиву. Наказание от 10 до 15 лет или пожизненное. Почему тяжче? Потому что считается, что мотив был высокий. За идеи, за долг, за ненависть к группе людей. Теперь давайте подробно разберем, что именно означают эти два пункта. 8 и 14. Я объясню так, чтобы понял даже ребенок, и приведу примеры. Пункт 8. Убийство в связи с выполнением потерпевшей общественного или служебного долга. Что это значит простыми словами? Представьте журналиста, который расследует коррупцию мэра. Мэр платит бандитам, чтобы убили журналиста, и чтобы тот замолчал. Или врача, который борется с эпидемией, и кто-то убивает его, чтобы он не мешал торговле фальшивыми лекарствами. Их деятельность – это общественный долг. Она законная, она полезна обществу. И если человека убивают именно за эту деятельность, включается пункт 8. Почему? Потому что государство говорит: мы защищаем тех, кто делает добро. Пункт 14. Убийство по мотивам национальной, расовой или религиозной нетерпимости. Это когда человек убивает не за личное, а за нацию, язык, веру. Например, неонацист видит еврея на улице и убивает только потому, что тот еврей. Или экстремист убивает мусульманина только за веру. Это идеологическая ненависть, а не «я с ним поссорился». Почему тяжче? Потому что это ненависть к целой группе людей, а не к одному человеку. Для ясности посмотрим на табличку. Слева что значит пункт, справа пример. Пункт 8. Что это значит простыми словами? Убили за то, что человек делал полезное и законное дело для общества. И пример. Убили журналиста за расследование коррупции. Он мешал коррупционерам.
Пункт 14. Простыми словами, убили из ненависти к нации, языку, вере. Например, убили человека только за то, что он говорит по-русски или молится в мечети. Теперь вы понимаете, почему переквалификация – это не мелочь, это меняет приговор с 7-15 лет на от 10 до 15 или пожизненное. А теперь давайте откроем сам документ, обвинительный акт. Читаем дословно, объясняем каждую фразу. Я прочитаю ключевые строки дословно, а потом объясню каждую фразу, чтобы было понятно, почему это важно. Итак, фраза первая. Установлено, что Фарион Ирина Дмитриевна выполняла общественный долг, активную защиту украинского языка как элемента национальной безопасности Украины. Поясним. Следствие говорит таким образом, что Фарион – героиня. Она защищала язык. Это долг. Но, друзья, мы увидим, что это не так. Вторая фраза из обвинительного акта. Ее публичная позиция вызвала национальную нетерпимость у Зинченко Вячеслава Федоровича. Поясним. Они говорят, Зинченко ненавидел Фарион за ее позицию. Но позиция – это не только язык. Позиция Фарион – оскорбление. Третья фраза. Он участвовал в телеграм-чатах «Антифашистский фронт Украины» и «Революционные расисты», где называли Фарион мовною нацистскою и раскольницею наций. Чаты – это доказательство нетерпимости, но в чатах Зинченко реагировал на конкретные слова Фарион. Четвертое. 10 мая 2024 года Зінченко написав: «Вона знищує нашу мову, її треба зупинити. Бачив її останнє інтерв'ю, називає нас вірусом. Це кінець єдності». Эта фраза ключ. Зинченко злился на интервью Фарион, где она назвала их вирусом. Это не про язык, это оскорбление. П'яте. Мотив особиста неприязнь, посилена національною нетерпимістю до активної позиції Фарион по защите украинского языка. Вот здесь вот следствие смешивает личное и национальное. Но мы покажем, что это личная травля. Шестое. Зінченко здійснив не менш 15 визитов к дому Фарион. Поясним. Слежка считается доказательством планирования. Но кто следил? Зинченко ли? Об этом тоже позже. Седьмое. Он приобрел Панаму, солнцезащитные очки, сумку через новую почту из Днепра. И пояснение. Это, так сказать, маскировка, но как доказательство они косвенные. Восьмое. Приобрел нелегальный пистолет Макарова калибра 9 мм. Ну, оружие – факт. Но чье? Девятое. 19 июля 2024 года в 19 часов 15 минут у подъезда дома по улице Масарика, 3, выстрел в голову с близкого расстояния. Это факт
убийство, но мотив спорный. Это не мои слова, это слова следствия из обвинительного акта. Запомните, они строят все на общественном долге и национальной нетерпимости. Теперь, что такое общественный долг? Поясняем на пальцах и с примерами. Следствие говорит, Фарион выполняла общественный долг – защиту украинского языка. Но давайте, друзья, разберемся, что же такое этот самый общественный долг по закону. Откройте Уголовный кодекс, статью 115, пункт 8, части 2. Читаем. Убийство в связи с выполнением потерпевшим обязанностей по защите общественных интересов. Общественный долг – это законная деятельность, которая приносит пользу обществу, и она не должна нарушать закон. Опять же, примеры, чтобы было понятно, как будто я рассказываю ребенку. Журналист пишет статью о коррупции мэра. Мэр платит бандитам, чтобы убили журналиста, а тот замолчал. Деятельность журналиста – это общественный долг, потому что журналист защищал общество от воров. Врач борется с эпидемией, кто-то убивает его, чтобы этот врач не мешал торговле фальшивыми лекарствами. Врач выполняет долг, потому что спасает жизни. Волонтер, например, собирает помощь для армии, а его убивают, чтобы запугать других. Волонтер выполняет долг, потому что он помогал стране. Защита украинского языка – это тоже может быть общественным долгом, но только если она законная. Как же защищать язык законно? Перечислим шаг за шагом. Во-первых, проводить курсы украинского языка для всех желающих. Это помогает людям учить, не оскорбляя. Во-вторых, вести уроки в школах, объяснять, почему украинский государственный. В-третьих, писать книги, статьи, видео, мотивировать людей. В-четвертых, поддерживать законы о языке, например, закон о государственном языке 2019 года. В-пятых, организовать фестивали, конкурсы, чтобы язык был радостью, а не страхом. Это все законно, это патриотизм, это приносит пользу. Но что делала Фарион? Она не просто обучала языку, она оскорбляла людей, она унижала их, она дегуманизировала, то есть говорила, что люди – это не люди, а что-то плохое, как болезнь, как вирус. Это не долг, это преступление. Почему? Потому что оскорбление – это статья 161 Уголовного кодекса. Это разжигание вражды. Это незаконно. А теперь, что такое ксенофобия и почему Фарион ею занималась? Тоже объясняем по-простому. Ксенофобия – это ненависть к людям, потому что они другие. Например, ненависть к человеку за язык, за национальность, за веру. Это как если бы кто-то сказал: все, кто говорит по-русски, не люди, они враги, они мусор. Это преступление. Это статья 161 Уголовного кодекса Украины. Разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. Наказание
до 3 лет тюрьмы. Давайте разберем, почему Фарион занималась ксенофобией. Я приведу ее слова, а потом объясню, почему это преступление. Во-первых, возьмем ее интервью 15 мая 2024 года на канале «В голос UA». Тайм-код 1 час 11 минут 45 секунд. Слушайте внимательно, я прочитаю дословно. Русскоязычные – это не люди, это носители вируса. Пока мы не очистим свой дом от этого яда, мы не победим. Это как ВИЧ в нации. Распространяется тихо, но разрушает изнутри. Я не призываю к насилию, я призываю к пробуждению. Учитесь украинскому или чапайте в Москву. Поясню. Название или фраза «не люди» – это дегуманизация. Это как в истории, когда нацисты называли евреев крысами или паразитами. Это провоцирует насилие. Очистим дом – это призыв к исключению людей. Это не про язык. Это про ненависть к людям. Во-вторых, в 2013 году Фарион сказала: русскоязычные дебилы. Поясню, это оскорбление, это унижение по языку. Это не помогает учить украинский. Это злит людей. В-третьих, в 2020 году Фарион говорила: родители, говорящие с детьми по-русски, предатели будущего. Поясню. Это обвиняет родителей в предательстве. Это травля семьи. Это не призыв к изучению языка. Это пугает людей. В-четвертых, в 2023 году Фарион говорила: солдаты ВСУ, говорящие на русском, это сброд, маргиналы, предатели. Поясню. Это оскорбление героев войны. Солдаты на фронте – это те, кто защищает страну. Называть их сбродом, маргиналами – это предательство патриотизма. И это все система. Не один раз, а 10 лет. И это не случайные слова. Это метод Фарион. Она использовала оскорбления, чтобы, так сказать, в кавычках, защищать язык. Но оскорбление – это не защита. Это ксенофобия. Для сравнения посмотрим на табличку. Слева законная защита, справа что делала Фарион на самом деле. Законная защита языка – это общественный долг. Например, давайте учить украинский вместе. Курсы для всех. А Фарион говорит: русскоязычные носители вируса, не люди. Это ксенофобия и преступление по статье 161 Уголовного кодекса. Что законно? Теперь второй пример, Открываем уроки в школах, мотивируем детей. А незаконно. Русскоязычное – это внутренний враг. Надо очистить дом от яда. Следующий пример. Законно. Украинский государственный, давайте его уважать. Незаконно. Солдаты ВСУ, говорящие на русском, предатели. И вот то, что законно, друзья, это приносит пользу и не оскорбляет.
А то, что незаконно и является ксенофобией, это унижает, разжигает ненависть и предусматривает ответственность по статье 161 Уголовного кодекса. Видите разницу? Законная защита – это помощь, а ксенофобия – это удар. И Фарион занималась этой самой ксенофобией не единожды. Это была система. Пройдемся по годам, чтобы вы увидели, как это накапливалось. Во-первых, 2013 год. Фарион в прямом эфире назвала русскоязычных украинцев дебилами. Это не про язык, это личное оскорбление. Это вызвало скандал. СБУ открыла дело, но потом закрыла. Почему? Неизвестно пока, но это разжигание. Второе. 2020 год. Она говорила: родители, которые говорят с детьми на русском языке, предатели будущего. Это обвиняет родителей в предательстве будущего детей. Это травля семьи и не призывает учить язык. Это запугивает людей. В-третьих, 2023 год. Солдаты ВСУ, которые говорят на русском языке, это сброд, маргиналы. Это оскорбление героев войны, военнослужащих. Солдаты на фронте – это те, кто защищает страну. Называть их сбродом, маргиналами, предателями – это предательство патриотизма. В-четвертых, 2024 год, последнее интервью Фарион. Она говорила: русскоязычные – это носители вируса, внутренний враг. И это уже не слова, это призыв к очистке, как болезнь в обществе. И это не эпизоды, это 10 лет систематической травли. Это накапливалось, это вызывало злость не у одного человека, а у миллионов. Почему это не долг? Потому что долг общественный – это законно, а оскорбление – это ксенофобия, это незаконно. Теперь, кто такой человек в панамке и очках? Следствие говорит: убийца – это человек в панамке, очках и с сумкой. И то, что этот человек якобы Зинченко. Что он делал по версии следствия? Он ходил к дому Фарион не менее 15 раз. Купил панамку, очки, сумку через новую почту. Нелегально приобрел пистолет. И 19 июля в 19 часов 15 минут выстрелил в голову Фарион. Защита говорит: ничего не доказано. Давайте разбирать каждое, так сказать, доказательство. Во-первых, одерологическая экспертиза. Это экспертиза по запаху. Следствие говорит: запах от одежды совпадает. Зинченко сидел на лавке и на стуле во дворе по адресу Масарика 3 во Львове. Почему это спорно? Запах – это не ДНК. Одежда могла быть у кого угодно. Это, как сказать, запах сигарет, значит, курильщик. Суды часто оспаривают такую экспертизу, потому что она ненадежна. Второе. ДНК-экспертиза. Следствие говорит: ДНК на месте, обнаружена на стуле. Однако вот эта ДНК, обнаруженная на стуле, почему-то обнаружена только с 3-го раза. Первая экспертиза ДНК не обнаружила, вторая экспертиза ДНК не обнаружила, а третья экспертиза, для которой был стул направлен в экспертное
учреждение, и этот стул уже прошел 2 раза смывку, то есть взятие ДНК с помощью палочек, а также одерологические пробы с помощью влажных салфеток. Ну, там смыли все, что уже оставалось. И, наконец-то, на 3-й раз почему-то вдруг неожиданно появилась ДНК Зинченко. Почему? Нужно разбираться. ДНК – это как отпечаток пальца. Возможно, стулья хранились в одном и том же помещении, где и конфискованная у Зинченко одежда и обувь. 3-е, так сказать, доказательство. Портретная экспертиза. Следствие говорит, что Зинченко и человек в панамке и очках на фото – это одно и то же лицо. Однако лицо на фото человека в панамке и очках скрыто панамкой и очками. Основная точка для портретной экспертизы – это основание носа, и именно эта точка закрыта очками. Поэтому все остальные размеры, пропорции, они не могут быть определены точно. Так что портретная экспертиза, выполненная по 35% открытой части лица, опять же, спорно. Видео также с 12 камер. Следствие говорит, что на всех видео это Зинченко. Однако защита оспаривает. Говорит, что на видео как минимум 3 разных человека. В одном случае это Зинченко, в другом случае это Кепочник, в 3-м случае это вообще неизвестно кто. В панамке и очках. Человек отворачивается от камер, наклоняет голову, идет так, чтобы лицо было не видно на камеру. Это как если бы убийца знал, где камеры. Кто знает? Тот, кто планировал. Прямых доказательств нет. Нет свидетеля, который сказал: «Я видел, как Зинченко стрелял». Нет видео с лицом. Нет признания. Но, друзья, я сейчас не об этом. Я не защищаю Зинченко. Я говорю, даже если убийца кто-то другой, квалификация порочна. Почему? Потому что мотив – это реакция на травлю, а не на долг. Можно ли ксенофобию назвать общественным долгом? Уважаемые зрители, мы подходим к самому сердцу моего заявления. Вопрос, который я ставлю перед судом: можно ли ксенофобию, то есть систематическую ненависть к людям по языковому признаку, называть общественным долгом по пункту 8 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса? Мой ответ – категорически нет. Сейчас я обосную это шаг за шагом с фактами, документами, логикой и примерами, чтобы даже самый скептический человек понял, почему это невозможно. Первое. Что требует пункт 8 для квалификации? Пункт 8 части 2 статьи 115 требует, чтобы деятельность потерпевшей была законной, общественно полезной и не противоречила Уголовному кодексу. Это не мои слова, это буквальный текст статьи и разъяснение Верховного суда Украины в постановлении Пленума номер 1 от 7 февраля 2003 года. Там сказано: общественный долг
Это деятельность, направленная на защиту интересов общества, государства или отдельных граждан, осуществляемая в соответствии с законом. Обоснование. Если деятельность нарушает закон, она не может быть долгом. Это как если бы вор сказал: «Я крал для общества». Суд не признает это долгом. Второе. Была ли деятельность Фарион законной? Нет. Фарион систематически нарушала статью 161 Уголовного кодекса «Разжигание национальной вражды». Факт. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по этой статье против Фарион. Дата открытия 15 ноября 2023 года. Повод – высказывание Фарион о солдатах ВСУ, говорящих по-русски, где она называла их сбродом, маргиналами, предателями. Это не слухи, это официальная выписка из Единого реестра досудебных расследований, ЕРДР. СБУ – это не случайный орган. Они открывают дела только при наличии признаков преступления. Если бы это была защита языка, дело бы не было бы открыто. Третье. Как закрыто дело СБУ? Дело закрыто не в связи с отсутствием состава преступления, а исключительно в связи со смертью подозреваемой. Согласно статье 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины, пункт 5, части 1, производство прекращается в случае смерти подозреваемого. Это стандартная процедура. Смерть физически останавливает расследование. Постановление о прекращении производства датировано июлем 2024 года, сразу после убийства. В нем черным по белому написано «Прекратить в связи со смертью Фарион Ирины Дмитриевны». Нет ни слова об отсутствии состава преступления. Если бы состава не было, закрыли бы по пункту 2 статьи 284 «Отсутствие состава преступления». Но этого нет. Это значит, что СБУ видела преступление, но смерть помешала довести до суда. Если бы Фарион была жива, она была бы подсудимой, обвиняемой, а не героиней. Четвертое. Дополнительные факты нарушения закона Фарион. Во-первых, увольнение из Львовской политехники. В 2023 году университет уволил Фарион за аморальный поступок, несовместимый с педагогической деятельностью. Ее высказывания были признаны аморальными. Суд восстановил ее на работе, но не отрицал аморальности. Сказал лишь, что работодатель превысил полномочия. Это как если бы суд сказал: проступок плохой, но увольнение не по процедуре. Во-вторых, многочисленные жалобы граждан. В ЕРДР есть еще минимум 3 производства по статье 161, открытые по заявлениям русскоязычных украинцев. Это не один человек обиделся. Это система. Логика. Почему ксенофобия не может быть долгом? Представьте аналогию. Допустим, активист борется с коррупцией, но делает это публично, называя чиновников жидами и паразитами. Его убивают. Можно ли сказать, убили за общественный долг? Нет. Суд скажет, его антикоррупция, да, это долг, но ксенофобия – преступление.
мотив убийства – реакция на преступление, а не на долг. То же самое и с Фарион. Ее защита языка смешана с ксенофобией, но ксенофобия незаконна. Следствие отделяет мух от котлет, берет только защиту, игнорируя преступление. А котлеты Фарион облеплены мухами. Это юридическая подмена. Вывод по части 7. Квалифицируя по пункту 8 преступление части 2 статьи 115, следствие допустило юридическую порочность, потому что, во-первых, деятельность Фарион нарушала Уголовный кодекс, статью 161. Во-вторых, дело СБУ против Фарион не было закрыто за отсутствием состава преступления, а только в связи со смертью потерпевшей. И в-третьих, фактически такая квалификация по пункту 8 части 2 статьи 115 – это легализация преступления под видом долга. В данном случае суд обязан исключить пункт 8. Теперь дальше. Мотив – это не общественная деятельность, а ксенофобия. Опять же, обоснуем это логически, с цитатами и психологией. Следствие говорит, мотив – это национальная нетерпимость к общественной деятельности Фарион. А я утверждаю, что мотив – это реакция на ксенофобскую травлю, а не на защиту языка. Обосную. Первое. Что говорит следствие о мотиве? В постановлении читаем: личная неприязнь, усиленная национальной нетерпимостью к активной позиции Фарион по защите украинского языка. Они привязывают мотив к позиции по языку. Но позиция – это не только курсы, а оскорбление. Второе. Что же на самом деле вызвало реакцию? Цитата из чата. Зінченко или человек в чатах пишет: «Бачив її останнє інтерв'ю, называя нас вирусом». Этот человек злится не на украинский язык, а на слово «вирус». Это личное оскорбление, а не идеология. Если бы Фарион говорила «приходите на курсы», никто бы не злился. Третье. Ксенофобия как инструмент Фарион. Фарион использовала ксенофобию как метод. Она не говорила «учите украинский, это красиво». Она говорила «вы вирус, убирайтесь». Это не защита, это травля. Травля вызывает эмоциональный отклик. Психология говорит, что систематическое унижение приводит к накоплению агрессии. Так сказать, эффект капель воды. Кто мог сорваться? Не только Зінченко. 30% украинцев русскоязычные. Это 12-15 миллионов человек. Травля Фарион длилась 10 лет. В СМИ, на телевидении, в соцсетях. Это как если бы кто-то 10 лет называл вас вирусом на всю страну. Реакция не у одного, а у любого из миллионов. Пятое. Пункт 14. Национальная нетерпимость. Нет. 14 пункт требует идеологической ненависти к нации. Зінченко – украинец, гражданин Украины. Он не ненавидел украинцев или украинский язык. Он
злился на оскорбление конкретного человека. Это персональная реакция, а не национальная война. Почему это не за язык? Если бы мотив был за язык, убийца ненавидел бы всех, кто говорит по-украински. Но здесь одна Фарион. Почему? Потому что только она оскорбляла. Это как если бы учитель бил учеников, а один ученик ударил в ответ. Мотив не ненависть к учителям, а реакция на насилие. Вывод по части 8. Мотив – ксенофобская травля, а не общественная деятельность. Пункт 14 неприменим. Нет национальной нетерпимости. Суд обязан исключить его. И далее. Кульминация. Даже если убийство доказано или было бы доказано, я этого не утверждаю. Это не статья 115, а статья 116. Убийство в состоянии сильного душевного волнения, аффекта. Обосную шаг за шагом. Что такое аффект по закону? Статья 116 Уголовного кодекса. Убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения, вызванного противоправным насилием или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего. Наказание до 5 лет лишения свободы или ограничения свободы до 7 лет. Аффект – это когда человек теряет контроль из-за провокации. Это не хладнокровие. Цепочка событий. Как накопился аффект? Во-первых, более 10 лет ксенофобии. Фарион называла людей вирусами, врагами. Это тяжкое оскорбление, дегуманизация. Психологически хронический стресс накапливается. Во-вторых, более 15 визитов слежки. Человек в панамке и очках наблюдал за Фарион. Это не хладнокровный план, это эмоциональное накопление. Он видел ее, вспоминал оскорбление. В-третьих, момент отъезда. По данным СМИ, Фарион собирала вещи, билет на поезд за границу. И это триггер. Она уйдет безнаказанно, думает оскорбленный. И это как последняя капля. И, наконец, выстрел. Близкое расстояние, один выстрел, вспышка, а не расчет. Психология аффекта. Судебная психиатрия по методике Котова говорит, аффект возникает при длительном воздействии провокации плюс острый триггер. 10 лет оскорблений – это длительное воздействие провокаций, а отъезд за границу с чемоданами – триггер. Это физиологический аффект, адреналин, потеря контроля. Например, муж избивает жену 5 лет. Она в аффекте бьет его ножом. Суд определяет, статья 116. Следующий пример. Начальник унижает подчиненного годами, и подчиненный срывается. Статья 116. Здесь же 10 лет унижений. То же самое. Почему не 115? Статья 115 – это хладнокровие или особый мотив. Здесь же провокация потерпевшей. Фарион – провокатор. Ее ксенофобия – это противоправное насилие. Насилие моральное. Если вина будет доказана, то есть причастность Зинченко к убийству, то
в любом случае нужно переквалифицировать статью на статью 116. Наказание по 116 мягкое и, возможно, условно. Но я повторю, что я не утверждаю, что Зинченко виновен или невиновен. Его причастность и вина под сомнением. Во-первых, презумпция невиновности. Лицо считается невиновным в соответствии со статьей 62 Конституции, пока его вина не будет доказана. Статья 17 Уголовно-процессуального кодекса говорит, что сомнение трактуется в пользу обвиняемого. Пока не доказано, невиновен. Доказательство слабое. ДНК с 3-го раза, адерология, портретная по 35% лица. Все сомнительно. Далее. Все доказательства косвенные. Оружия нет. Пули нет. Гильза, кто знает, почему она именно там оказалась. И, наконец, Зинченко не признает своей вины. Он заявляет, что он не убивал Фарион. Нет признания, нет прямого доказательства. Сомнение в пользу Зинченко. Если не доказано, оправдать. Что же я буду просить в своем заявлении у суда? Квалификация по пунктам 8 и 14 части 2 статьи 115 незаконно и юридически порочно. Во-первых, я буду просить признать постановление от 26 декабря 2024 года незаконным в части квалификации. Как такое, которое нарушает статью 62 Конституции, статью 161 Уголовного кодекса и статью 284 Уголовно-процессуального кодекса. Требование второе. Исключить пункт 8 и пункт 14 части 2 статьи 115. Обоснования нет общественного долга, но есть ксенофобия. Нет национальной нетерпимости, а есть личная реакция на оскорбление. И требование третье. Переквалифицировать на статью 116 Уголовного кодекса, если вина будет доказана. Потому что реакция – это аффект от провокации. Назначить лингвистическую правовую экспертизу высказываний Фарион, чтобы суд увидел, что эти высказывания – это ксенофобия. Требование пятое. Приобщить дело о обвинении Фарион по статье 161 Уголовного кодекса Украины как доказательство преступления Фарион и обеспечить публичное рассмотрение согласно статьи 27 Уголовно-процессуального кодекса гласность. Это 6-е требование моего заявления. Друзья, это не про Зинченко, это не про Фарион, это про будущее Украины. Ксенофобия не патриотизм. Ксенофобия – преступление. Государство не имеет права защищать ксенофобию. Я подготовил такое заявление и собираюсь его подать. Такое заявление суд обязан рассмотреть в течение 5 дней. О том, как будет двигаться рассмотрение этого заявления, я буду рассказывать на канале в прямых эфирах. Спасибо, друзья, за внимание. Подписывайтесь, делитесь
Пишите комментарии. Закон должен быть выше политики. Вместе к нашей единой, любимой Украине. С вами был юрист Валерий Табаков.